Опа, спалився. Опа, ребят, смотрите, какой танк. Красивый, нравится. Это что у нас, СТХ, да? Объект 590, ребят. Блин, красиво. Как какая-то, знаете, модернизированная 54-ка выглядит. Огромная такая. Поехали. Так, а что это, барабан, не барабан? Ну-ка, ребят, подскажите, объект 590, это что вообще такое? Это СТ цикличный, барабаны, система дозарядки, или что, у него обратная дозарядка? Или просто барабан, без дозарядок всяких. И хера ты там на скорпе выезжаешь. Вон он, 320 альфа. Ага, угу, иги. 320 альфы у этого объекта. Так, ребят, надо добраться до этого 590 объекта и реально чекануть его. Как вы считаете, ребят? Если хотите, то лайк прожмите, я посмотрю сейчас, сколько у вас таких. 320 у него альфа, вот что я пока понял. И у него бронебойно-подкалиберный базовый. Это, кстати, круто. Это, кстати, круто. Так, система КД, не КД, я ничего тогда. Вроде КД она. О! Да блин, погоди, Тайп, свали отсюда. Че он стрельнул? Бронебойно ББ. Чего? ББ голда? То есть бронебойно-подкалиберный... Ошалеть. Ну-ка, оп. Нихера себе корпусинка танкует у него. Походу цикл все-таки. Ля, ну-ка дай я посмотрю на тебя. Ля, какой. Красавец. Да пофиг, я сосать вышел. Блин, ну чё вы по бабахе-то не стреляете? Дурные ребятки. Стоит бабаха, они в меня что-то все стреляют. 7К. Вот это нормальный бой. Прикольно, прикольно. Мне нравится. У него корпус, видите, такой... Он, знаете, по корпусу мне кого напомнил? Вазика 55-го. У него как бы гусеницы возвышены. Вон, ну, короче, корпус как... Что же? Крепкий корпус. Крепкий корпус. Что мне напоминает этот корпус? Что-то напоминает, не могу понять. А, 430-й. Только чуть-чуть послабее. Типа девятки. Резкие углы очень. И бронеплиты достаточно крепкие сами по себе. На Лиса похож. Да на ну, обычный советский танк. Ну-ка, дай-ка посмотрим. Сейчас пойдем, что у него по стате. И вообще пойдем посмотрим, что у него за танки там. Ну, для девятки 320 альфы, конечно, вообще не актуально. Ну, если там только не лютый ДПМ. Прям лютый. В чем я, честно, сомневаюсь. Это барабан, не барабан. Это цикл или... Ой, это цикл или что это вообще такое? Где этот 590-й? Вот он, Даня. 58, ПЗИ. Неуправляемый. Так, что у него? Очень все плохо. У него винрейт надрочен на песке. А играет он так себе. Ну да, так и есть. На вафле сколько? 3К еле-еле. Там 3К это один барабан, чтобы вы понимали. Ну, то есть, видите, да, текущий его скилл это просто, ну, плинтус. 2200 на чифте, не Карл. Слабо, пипец. Так, давай вообще смотреть. 780 у него есть. 2 кадаги без напряги. Сравнение можно? О, его к сравнению закидывать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это интересно. 268. Нельзя. Видимо, еще бета-тестер. Ну, закрытый тест. Так, что тут у него еще присутствует? Ну, Кулина 1400, ребят. Я не понимаю. Ну, у него винрейт просто надрочен на песке. А СПшка 2К. Ты парень, 2К. Так, что тут? Вот, 705.2 тоже нельзя к сравнению закинуть. И этот, видите, тоже нельзя к сравнению закинуть. Тю, блин. 3 боя, 1300 даги. Вот такие вот бета-тестеры, ребят. Угу. А здесь двушечка. Ну, получается, вот этот сильный танк, а вот это не очень сильный танк. Я даже характеристики его посмотреть не могу. Тю. Что у него еще есть? Давай смотреть. Что-то по любасу должно быть. Вот, ПТшка. Тоже нельзя к сравнению. ВЗ-120 ГФТ. А, тут 111, а тут 120. Угу. Угу. Ребят, ну знаете, что я вам могу сказать? О, двухстволка 100-миллиметровая. Это когда ее только-только тестили. А в итоге вывели со 122 мм. И стрим с МЗТ какой-то Т. Чё, блин? Что за Т? Каденс 1.2. 1800, кстати, нехило у него. Ну, видимо, достаточно сильная машинка.
Кайденс 1-2. Так, вот смотри, кто есть. Какой-то прототип. Як-тигр прототип. На 8 левеле с пушкой визуально, как у Як-тигра. Ни хрена себе. Ну, наверное, там маусган стоит на 490. Что еще интересненького у него есть? Опа, на, это что за херобора такая? О, можно к сравнению. Ну-ка, давай закинем. АП, АМХ-30 какой-то. Это что за бредовый Чарли Манги? Кстати, Калибан. Офигенный. 1100. Как скилл дико растет. Продолжать так же. Лучше же есть. Спасибо большое. Калибан. Это тот с фугасами на барабане. Так, а там еще что-то новенькое. Ну, Чифтейн знаем. Так, что тут у нас еще присутствует? Присутствует. Ну, Гидра. Тигр на 7 левеле, как королевский. Короче, гоу, ребят, посмотрим. Я думаю, это интересно. Это что за кусок говне? Что это такое? Сколько альфы тут? 300 альфы на каком? На 8 левеле. Боже, посмотри на корпус. Он вам... Это лимузин какой-то. Тупо лимузин. Честно, даже смотреть не хочу. Если тут... зарядка орудия 10 секунд. Не, это какой-то кусок... Объективно кусок говна. 1250, это кто у нас? Это СТХ, да? Чё по уделке? 24, 1250. Да, не, у него башня по центру стоит. Это какой-то вообще несуразный чел. Так, а вот объект 780, ребят, гоу тоже посмотрим. Ля какой. Нихера себе, у него просвет. Смотри, какой клиренс, ребят. Ля клиренс какой. Вот это клиренс. Там Елси Ивен 90 спокойно по танкам проедет. Так, что у нас тут по пушке? 490 альфа, найс. 2300 прочность, очень недурно. Лючок, так, если мы ставим... у него лючок, смотри, какой интересный по центру прям. Ну, лючок маленький, но есть. Но маленький. Щеки больно какие-то подозрительные. Сколько? 300. Не, ну щеки, видимо, тут нормально. Но все равно, видите, прямой угол как бы... Должно неплохо пробиваться. 0.36 точность. Так, по снарядам поехали. Посмотрим, что по снарядам у данного агрегата. На мне майка. Так, и как нам тут снарядики посмотреть? Настроить надо. ББшка на 200... 305, 265. Короче, говнопробитие какую со 7, я так понимаю. ДМ. Так, ну давай его настроим. Экипаж full. Мне интересно вообще посмотреть, что за машинка такая. Ну да, то есть 305 у него подкалибр. Но у семерки 303, да, здесь 305. Но подкалибр, тем не менее. 263, кстати, ББ хорошая. ББ Харили хорошая. А по скорости полета снаряда что у нас? 1100 и 1030. Нормально. Что то, что то. Давай на фулл депом зарядим. Мне интересно перезаряд посмотреть данного агрегата. Да, это не барабан, это обычный цикл, потому что ставится досел. Уже понятно, да и... Ну, давай стаб так уж и быть поставим. Давай под калибр, давай модернизацию, тогда сразу бахнем. Сохранение, точность, обзор, скорость переднего и разброс, стабилизацию, да? Чуть прочности заберут, но ему дают плюс 3 запаса прочности, 2330, да? Давай допаечку поставим. И расходку на досел забыл. А, господи, не туда. Расходку на досылатель. Итого, перезарядка 10,4. Долговато. 0.32 точность, скорость сведения 1.9. И в чем его фишка, собственно? Уделка 17. Сколько скорость починки гусеницы у нас? Не показывает. Кстати, баг, смотрите, здесь не показывает. А, нет, показывает. Вот, 6 секунд. Достаточно долго. То есть нас даже какой-нибудь суперконкурс может на катках держать. Обзор зато хороший, кстати. Сколько база? Ого, 400 для советского танка. Неплохо, действительно. Ну, я так понимаю, его приколюха будет заключаться в том... Кстати, вот эта щека, видите, под каким наклоном? То есть от борта танковать вообще супер. У него прямые углы щек. То есть вообще офигенно. Разводить на выстрел можно в ЛДХ просто под нереальнейшим углом. Катки вынесены наперед, видите? То есть они не через корпус идут. Катки, видите, да? Блин. Ну, вы видите, то есть каток идет не через корпус. То есть на передний каток можно будет жестко разводить. Выкатывается из угла вот таким вот образом. Тебя стреляет в гусеницу и просто насквозь пролетает. Потому что корпусина начинает только вот отсюда подставляться. Вообще. Вот это, кстати, темка классная. И я так понимаю, треугольный? Нет, не треугольный корпус, странно. Но все в экранах. Корпус не треугольный, но вот они, экраны идут. Жаль, что ты не попал в качестве генерала на ББ.
Часто смотрю Вот это тебя и интересно уважаю пробивается. за скилл и адекватность. Привет из Югры. Синьское казино, спасибо большое. Привет из Югры. В Югре, ребята, огромный привет. Вопрос, вот эта вот штука пробивается, потому что если она пробивается, это пипец. Вот прикиньте, вот ваш танк вот так стоит, и противник вам вот сюда пробитие дает. Но я очень надеюсь, что это все-таки не материальная штука. Хотя давайте посмотрим. Коль уж начали, давай до конца, до логического завершения доведем. Так, танки ГГ. Полетели. Очень интересный момент меня этот. Так, full list танк, режим студии, рабочий стол. Алена, привет. Привет, привет. Как говорится, на мне майка белая. Так, десятка, совок, USSR, объект 780. Кстати, стоп, объект. Стоп, медиум, девятка. Опачки, сюда. 225, 268. Говнотан, короче, я могу сказать, что это будет. Визуал. А вот он. Какая-то 113-шка. Блин, ну пушка вообще параша полная. У него ББшки голда, ребята. 268 пробития на 9 левеле. А ДПМ какой? Rate of fire. 6 выстрелов в минуту. Я понял. До свидания. Даже смотреть неинтересно дальше. Так, давай. Тяжелый нужен. Совок. Объект. Подожди, девятка стоит. Так, 780. 3D модель. Life. Фух, слава богу, это экран. Это, ребятки, экран, слава богу. Давай-ка против коня соберем его. Чисто интересно. Суперконь на подкалиберах. Нихера себе. Рикошет. Да ну нафиг. Подожди. Гибрид. Нет, не гибрид. Визуал. Вы что хотите сказать, что он рикошетить будет? Ля! То есть только в НЛД, видите, стрелять? Ля, какой интересный. Красивый выглядит, но бесполезный, бестолковый танк. То есть немножко угла, и это уже рикошет. Давай вот так посмотрим. Да, то есть это экран, на этом можно будет тоже разводить. Но днище, да, днище будет подставляться, потому что, видите, клиренс высокий достаточно, и вот оно днище. И то есть чуть-чуть корпус запрокидываешь, вот так, например. Давай я еще раз визуал покажу. Буквально на рельефчик наехал, все, тебя в днище, не в НЛД, а в днище начинает пробивать. Это все у нас каточки, фигочки. Как лючок пробивается? Ну, пробивается. Угу, пробивается, хорошо. Правый лючок. Ага, вот это вот бимка пробивается, ну-ка. Как у КПЗ-ки, блин, бимка будет биться. Ну, короче, она за триплексом спрятана, но по факту, видите, у нее брони не так много. И то есть от борта очень сильно машинка будет танковать, правильно? Ну да, рикошеты постоянно. Нифига, смотри. То это все экраны. Это все экраны, видите? Здесь как бы кусок корпуса, а это все экраны. Это вот. То есть от заднего он вообще не танкует. Короче, у него до момента... Вот до сюда надо ориентир будет брать. Окей, ну... Да, от борта будет очень жестко стоять. Очень жестко. И каток посмотри. То есть можно угол жесткий выкручивать. И тебя один фиг пробивать не будет, потому что... Ну, потому что через корпус не проходит снаряд по низу. Короче, в этот танк будут постоянно лететь, есть попадания. Судя по тому, какая у него база высокая. Как и ВАЗика 55-го. Очень часто есть попадания, залетают. Интересная машинка. Самый главный вопрос, за что ее будут выдавать. Что за танк урод? Но я вам скажу так, если его уже в сравнение закинуть можно, то, ну, значит, он уже готовится к релизу. Перезарядка только долговато, 10 секунд. Ой, 305 пробития на подкалибере. Слабовато, конечно. Слабовато.